Приветствую всех любителей природы! Сегодня мы будем исследовать захватывающий мир животных. Узнаем интересные факты о их поведении, адаптации и способностях. Готовы отправиться в незабываемое приключение? Встречайте забавного маленького зверька, похожего на белочку или хомячка, орешниковую Соню. Она получила такое прозвище, потому что обитает в местах, где множество разнообразных орешков. А Соней ее называют из-за ее любви к дневному сну. Представляю вашему вниманию орешниковую Соню, невероятно чарующее существо из мира животных. Она принадлежит к семейству соневых и отряду грызунов и поражает своей удивительной уникальностью. Как только взглянешь на нее, тебе сразу становится ясно, почему ее сравнивают с белкой. Но ее размеры поражают своей нежностью и крошечностью. Орешниковая Соня – настоящая крошка среди своих собратьев. Итак, давайте погрузимся в ее фантастический мир. Когда зима приходит в свою силу, взрослые особи этого замечательного существа готовы отправиться в глубокий сон, весив всего в несколько десятков грамм. Однако, когда весна приходит в свою силу и зверек пробуждается, его масса уменьшается до всего лишь 1,5 десятка граммов. Это настоящая магия природы – превращение из спящей крошки в живого и игривого создания. Но размеры орешниковой Сони не важны, если не рассмотреть ее неповторимую анатомию. Ее тело невероятно компактное, всего 8 см в длину, а хвостик едва достигает 6. Но это лишь добавляет ей очарования, делая ее по-настоящему уникальной. Орешниковая Соня ведет вполне эксклюзивный образ жизни. Она предпочитает преимущественно обитать в деревьях, и это ее настоящий дом. Среди ветвей и листвы она чувствует себя прекрасно, и это ее игровая площадка. Ее ловкость и грация в движениях завораживает. Она с легкостью перебирается с ветки на ветку, словно танцуя в воздухе. Ее лапки обладают особой конструкцией с 4 пальчиками одинаковой длины и еще одним пальчиком, направленным в противоположную сторону под прямым углом. Это позволяет ей маневрировать среди веток, держась на узких поверхностях и укрываясь от глаз любопытных наблюдателей. Орешниковая Соня – таинственный обитатель лесных просторов. Ее путешествия простираются по различным уголкам Европы, южные регионы Великобритании и Швеции, а также северные районы Турции стали ее домом. Орешниковая Соня предпочитает уединенную жизнь, облюбовывая определенные территории. Самки занимают полгектара, в то время как самцы имеют вдвое большую площадь своего княжества. Особенно важно, чтобы их места обитания были покрыты густыми зарослями лещины, что объясняет их название – орешниковая Соня. Хотя лещина является предпочтительной растительностью для сонь, они также могут обосновываться среди рябины, шиповника и калины. Они находят свое благополучие в дубовых, липовых и ясеневых рощах, а также в фруктовых садах, где активно участвуют в процессе опыления. Однако орешниковая Соня избегает хвойных лесов, не чувствуя себя там комфортно. Вы можете встретить их рядом с лесными тропинками, на опушках и в гористых местностях, поднимаясь до высот 2000 метров над уровнем моря. Орешниковая Соня – настоящий гурман. Она любит орехи, дикую ягоду, желуди, фрукты, почки, побеги и семена. Ее рацион также включает белковую пищу, такую как черви, насекомые и яйца птиц. Соня умело держит пищу передними лапами во время ее еды. Ее разнообразное питание позволяет наслаждаться жизнью и разнообразием вкусов. Как уже упоминалось ранее, сони предпочитают вести оседлый образ жизни, находясь постоянно на одной и той же территории. Кроме этого, они предпочитают одиночество, встречаясь со своими сородичами только в брачные периоды. С наступлением сумерек и на протяжении всей ночи эти зверьки занимаются поиском пропитания, ловко перебираясь с ветки на ветку. В дневное время они предпочитают отдыхать, уютно обосновываясь в своих гнездах. У каждой сони на определенной территории может располагаться по несколько таких гнезд для сна и отдыха. Они располагаются на деревьях на высоте порядка 1-2 метров от земли. Кроме летних убежищ, Соня имеет еще и зимнюю нору, которую она обустраивает до наступления холодов, утепляя ее. Соня может строить гнезда самостоятельно. Для этого она использует различный подручный материал в виде травы, мха, листьев и мелких веток. Все элементы гнезда она соединяет между собой с помощью своей слюны.
Зачастую орешниковая соня поселяется в уже готовых гнездах, выгоняя из них хозяев. Она может поселиться в гнезде воробья или синички, а также в скворечнике. Кроме этого, она может использовать в качестве гнезда дупло или старую покрышку от автомобиля. Орешниковые сони проводят свою жизнь в одиночестве, встречаясь с другими сонями только в период брачных игр. Эти игры могут продолжаться все лето, если температура окружающей среды подходит. Для создания комфортного места для своих детенышей самка строит специальное родильное гнездо, которое больше, чем обычное гнездо, и находится немного выше от земли. Гнездо состоит из двух слоев – внешнего с листьями и внутреннего с перьями, пухом и травой. В течение летнего сезона самка может забеременеть 2 или даже 3 раза, в зависимости от температуры окружающей среды. От 2 до 6 детенышей рождается каждый раз. Самка беременна примерно 25 дней, и такое же количество времени затрачивает на их выкармливание. Орешниковые сони заботятся не только о своем потомстве, но и о детенышах других самок. Если детеныши остались без матери, другая самка без проблем помогает им. Важно отметить, что в периоды снижения температуры окружающей среды сони не размножаются, так как они находятся в своих укрытиях, ожидая потепления. Если детеныши рождаются перед зимним холодом, они проводят зиму со своей матерью. Молодые особи готовы к размножению примерно к 1 году. В природных условиях сони живут не более 3 лет. Сони, несмотря на свои небольшие размеры, не являются прямой добычей для хищников в природе. Они могут оказаться в опасности просто случайно, оказавшись не в том месте, не в то время. Ночные хищники, такие как сова, дикая кошка, куница, лиса и эласка, могут случайно поймать соню в свои зубы или лапы. Часто нору сони разрушает лиса или кабан, но благодаря своей бдительности и осторожности они могут выжить. Природа заботится о защите этих крохотных существ. Если хищник схватил соню за хвост, шерстяной покров на хвосте сползает, подобно снятому чулку. Это позволяет соне ускользнуть от хищника, хотя потом эта часть хвоста отмирает и отпадает. Однако настоящим врагом сони является человек, который уничтожает их природное место обитания. Эти уникальные животные подвергаются опасности от различных химических веществ, используемых человеком при обработке сельскохозяйственных угодий для защиты от вредителей. На сегодняшний день, по мнению специалистов, численность этих уникальных животных не достигла критической отметки. Международная организация по охране дикой природы считает, что эти грызуны относятся к видам, которые не грозит полное вымирание в ближайшее время. Несмотря на это, в списке международных защитных актов соня находится под особым статусом. Дорогие друзья, на этом видео подходит к концу. Надеюсь, что вы насладились контентом и получили полезную информацию или вдохновение. Хочу поблагодарить вас, что уделили время и внимание этому видео. Ваша поддержка и интерес очень важны для меня. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех новых выпусков. Буду рада видеть вас снова в следующем видео. Берегите природу и до новых встреч!